Я позвал двух музыкальных продюсеров. Один из них полнейший новичок, а второй очень известный музыкант и настоящий профи. Перед обоими стоит одна задача — написать трек в жанре фонк. Новичка мы посадим в крутую студию звукозаписи, а профессионал отправится в шумный вагон метро в самый час пик лишь с ноутбуком и ужасными наушниками. Кто, по-вашему, сможет победить? Дорогая аппаратура или настоящий опыт? Сейчас мы и узнаем. Ну все, мы приехали на студию. К сожалению, это не метро, но нам придется симулировать немножко ситуации, и поэтому наша студия выглядит вот так. Че, пишем? Давай. Как вы поняли, я вас немножечко так обманул, потому что у нас на съемках все, что могло пойти не по плану, оно пошло не по плану. Нас подставили со студией, у нас сломалось оборудование, у нас заболел участник и еще куча всего, о чем я расскажу чуть дальше. Точно. Я ж полстраны ради этого ролика проехал, я вам не рассказывал? Ради вот этого кадра. Давай еще кадр. Кони. И да, вы все правильно поняли. Я прилетел из Питера в Казань, оттуда 3 часа на электричке в Канаш, оттуда в маленькую чувашскую деревню. И все это ради того, чтобы просто записать звук колокольчика с настоящей коровы. Ну а кто еще не догадался, на основе этого колокольчика наши участники и должны будут написать фонк. Кстати, об участниках. В роли новичка у нас выступает Антон Как-Так, который участвовал почти во всех моих прошлых роликах, и ему буквально недавно исполнилось 11 лет. А вести мне его пришлось аж из Тамбова. Ну а в роли профессионала у нас артист, которого, возможно, вы не знаете в лицо, но я уверяю, абсолютно каждый из вас слышал его треки. Вот просто каждый из вас его слышал. Пришли на студию играть в игры. Конечно, зачем? Зачем еще студию Что ходить? еще делать Ой. на студии? На селек здесь тоже это первый и второй канал аутпута. Я ничего не понял, но звучит солидно очень. В общем, нам сделали небольшой туториал по студии, на которой будет писаться новичок. Ну а сейчас мы отправляемся закупать профессиональные наушники для нашего профессионала. Но такое, я думаю, слишком слабо для него. Нужно что-то крутое. На такие прям, знаешь... Вот оно! Вот оно! Какой взять? Один дешевле, другой дороже, но один розовый. Какие хайповей? Блин, одни розовые, другие синие. Ладно, берем розовые. Ну а для тех, кто еще не понял, почему мы снимаем на унитазе, где вообще обещанное метро, почему Адлин не в метро сидит, так получилось, что он очень сильно отравился. Поэтому мы не придумали ничего умнее, кроме как посадить его на унитаз. Представь, что я сижу в метро и то же самое делаю. Единственное удобство, которое могло бы быть, это, ну, если бы он разряжался, зарядка. Хотя в метро, по-моему, тоже есть. Наушники охуенные. Просто пиздец. Ему все нравится, блин. А еще перед началом съемок я подарил Дане тот самый колокольчик с коровы. А он, вместо того, чтобы просто положить его на стол и начать записывать на ноутбуке, начал просить вас подписаться на канал и поставить лайк. Ну а еще начал делать из него бит. Так что в этом видосе будет сразу 2 трека от Адлина. А давайте, короче, сделаем вид, что он играет песню какую-то. Ну, он будет делать вид, что он играет песню, а на монтаже мы поставим оригинальную песню, и будет смешно. Да. Нет, смотри, я могу тебе пустить песню. Урбан, представляешь, сейчас на зарядку. Если вы не знаете, кто это был, то это папа Антона. Его не отпустили сюда без отца, поэтому он все время с нами. Его тоже не отпустили без отца, Контролирует, поэтому чтобы я бас здесь. был. Ну а чтобы нашему профессионалу жизнь медом не казалась, я решил добавить немножечко интерактива. Так, ну как скоро Это что? Здесь условия, здесь бонус. Выбирай рандомную карту. Нормальные наушники. Кринжовые звуки из пака. Но один уже есть. Поэтому нам это не усложнит задачу. Короче, ему выпало условие, чтобы он использовал хотя бы несколько вот таких звуков. I'm gay. Ну а также бонуска, благодаря которой он мог надеть на 2 минуты нормальные наушники, на которые он абсолютно забил, потому что ему слишком понравились наши наушники. Не, ребята, знаете, что думаю? Нам надо все-таки небольшое усложнение дать. У меня вакуумные наушники, я все равно все слышу. Я же говорил им про наушники.
На студию нас кинули, я еле студию смог найти здесь свободную. И теперь что? Адлин проспал. Фонк не пишется. Антон вообще вон на гитаре А играет. что, если мы сдохнем, завтра не вернемся? На похоронах моих будут играть У это. меня смех — это защитная реакция, все нормально. Слушай, шутки шутками, но походу пришло время выполнить твою роль в этом видео. Принеси мне Биг Мак и колу без льда. А, и картошечку. Картошечка, блядь. Давай, давай. Хотя бы одеться, Давай. Все, давай. Про кофе не забудь. Туда его. Прям все на соплях, на встроенных. Но я же могу использовать встроенное что-то. Встроенное все что угодно используй. О, тогда вообще пиздец всему. Я же ноулав на встроенных студиовановских написал. Жесть. И вот теперь я просто голову ломаю, кого условия лучше. У него или у него? Да, чау. А еще после того, как мы записали половину материала, оказалось, что микрофон, который мы брали в аренду, записывал просто отвратительнейший звук, и нам пришлось все записывать на одну петличку. Да, видос, конечно, крутой. Ну ладно, здесь ничего необычного уже, это я привык. А? О, Что, дописали? Ну, это, я не знаю, можно ли это назвать фонком, потому что тут нетрадиционный ковбел. Но в целом это получается такой мечтательный вайб тут. Больше в грусть чуть-чуть, может. Короче, то, что все любят. Я думаю, что всем зайдет. что это теперь? Пошло дело. Что будет? Так. Анализ. Вообще прикольно. Ну что, на унитаз пойдем? Пойдемте. Пойдемте на унитаз записывать рэп. Снимаем. Ну что, закончил? Да. Все, слушаем. Даня до сих пор не знал, кто его оппонент. И выглядит он вот так. О, какой Мишка. Угадай, сколько ему лет? Блин, ему лет 12-13. 11. 11? Исполнилось только. Я почти попал, тоже сделал. Включаем? Ему реально 11. Да, ему реально 11 лет. Хорошая ёмка. Я в шоке с того, что он попал в тональность. Ну, он в музыкальную школу ходит. Типа колокольчики он не поправил по тональности, поэтому они выбиваются. Но тут прям жесткое условие железное того, что должен использоваться вон тот друг. Вау. Слушай, ну изначально я вообще не знал, что ему 11. Ну что я могу в целом сказать? Это очень прикольно, учитывая того, что, опять же, пацану 11 лет. У него есть слух, он чувствует ритм, он делает ямы. Единственное, что меня смутило, это не обработанный особо никак звук колокольчика. Вот, а в целом очень хорошо. Теперь слушаем твою работу. Как думаешь, что победил, ты или он? Я думаю, это должны решить подписчики. Поэтому в вопросе в телеге голосуйте, кто победил. Пока-пока! А вы знали, что после этого видоса кореш подписался на мой канал, а на его реакции было почти 200 тысяч просмотров? Этот видос прямо перед твоими глазами. Жми на него. Меня сразу же подкупило, что вот качество, которое он делает.